Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Данный видеоурок будет с полезностями. Вот у меня два мотива квадрата. Смотрите, один связан старым обычным способом, то есть виден переход, вы это видите. И когда я закрывала ряд, тоже вот эта сторона, она у нас немножко отличается от трех. Да? Значительный переход. Вот наши 3 воздушные петельки, и переход виден на новый ряд. И вот наш мотив, где не видно никакого перехода на новый ряд. Я в данном видеоуроке покажу, как легко, красиво перейти на новый ряд, чтобы это было невидимо. И здесь у нас все 4 стороны нашего мотива, они ровные и красивые для дальнейшего соединения данных квадратиков, мотивов. Итак, приступаем. Итак, вязать буду из шнурочка 2 мм карамель бэби крючком номер 3. Итак, делаем кольцо амигуруми. Вытянули петельку, провязали. Вытягиваем еще одну петельку и 2 воздушные петли. Я так вяжу первый столбик с одним накидом. Далее в кольцо мы провязываем еще 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. Снова в кольцо провязываем 3 столбика с одним накидом, 1, 2 и 3. 2 воздушные петли. 1, 2, 3, 2 воздушные петли и последние 3 столбика. 1, 2, 3. Все, стягиваем наше кольцо. И смотрите, если раньше вы вязали, ну я тоже, может быть, раньше так вязала, 2 воздушные петли в третью соединительной петлей, далее мы набираем 3 воздушные петли и вяжем. И тогда у нас мотив получается, вот очень видны вот эти 3 воздушные петельки, то есть очень виден переход. Смотрите, как сделать красиво, чтобы перехода не было видно, если вы вяжете мотив одним цветом, разноцветный мотив. Делаем воздушную петельку, делаем накид, 1, 2, 3, в третью петлю, 3 петли на крючке, провязываем их вместе. Далее захватываем ниточку, провязали 1 и 2 воздушные петли. Вот наш первый столбик с одним накидом в начале второго ряда. Сюда же в арку еще провязываем второй столбик с одним накидом. Далее вяжем по прямой. Крючок вводим в третью петельку первого столбика предыдущего ряда. 1, 2, 3. Уголки мы провязываем, как всегда, одинаково. Мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. Далее по прямой мы провязываем над 3 столбиками с одним накидом 3 столбика. 1, 2, 3. В уголочках, как обычно, мы провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Снова по прямой над 3 столбиками с накидом мы провязываем 3 столбика с накидом.
уголок, как обычно. Осталось провязать вот эту сторону, и я вам снова покажу, как перейти на новый ряд. Половинка уголка у нас уже провязана. Остается провязать раз столбик, два столбик. Как я вам уже показывала, делаем воздушную петлю, накид, считаем раз, два, три. Провязали 3 петельки. Далее захватываем ниточку, провязываем первую петлю и еще 2 воздушные петли. И еще в этот уголок провязываем 1 столбик с накидом. Так, делаем накид. Смотрите, куда мы провязываем первый столбик. И далее все остальные столбики вяжем под косичку предыдущего ряда. Каждый ряд за счет угловых вот этих прибавок у нас увеличивается то есть можно сказать, каждая сторона увеличивается на 4 столбика. В первом ряду было 3 столбика, далее во втором ряду у нас 7 столбиков. И так далее. Потом будет 11, 15 и так далее. То есть по прямой мы должны обязательно провязать 7 столбиков и сделать уголок. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. По прямой провязали, делаем угол, 2 воздушные петли, раз, два. По прямой снова мы провязываем обязательно 7 столбиков с накидом. Делаем накид. Отсюда мы начинаем вязать первый столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. И уголок мы провязываем как обычно. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Раз, два. И снова по прямой мы должны провязать 7 столбиков. И потом уголок сделать как обычно. Довязываем, а я вам еще раз подробно покажу, как перейти на новый ряд, как закрыть этот ряд. Итак, довязываем наш третий ряд. Осталось провязать еще половинку уголка, то есть провязать 2 столбика с одним накидом и сделать плавный красивый переход на новый ряд. Опять же провязываем воздушную петлю, делаем накид, считаем раз, два, три. Вот таким вот образом. 3 петли на крючке провязали вместе. Далее нырнули, захватили ниточку, провязали первую петлю, 2 воздушные, накид, еще 1 столбик провязываем и начинаем. Наша сторона снова увеличилась на 4 столбика, было 7, стало 11. Стало 11, да? То есть по этой стороне мы должны провязать 11 столбиков с накидом и уголок сделать как обычно. Начинаем опять же в третью петельку провязывать первый столбик и далее под косичку. Провязываем все столбики, все 11 столбиков. И уголок мы с вами провяжем как обычно.
перевяжем уголок, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом. И снова по прямой мы с вами будем провязывать 11 столбиков с накидом. И так далее. И так мы вяжем каждый ряд. Сейчас покажу, как красиво. У нас будет мотив из 4 рядов. Сейчас покажу, как красиво его закрыть. Итак, я связала 4 ряда. Свою ниточку я уже обрезала. Смотрите, довязываем угол, провязали еще 2 столбика с накидом, делаем 2 воздушные петли, и я просто вот так вот вытягиваю ниточку и делаю искусственную петельку для того, чтобы у меня все стороны моего мотива были равны. Ищу петельку, которая соединяет 2 столбика. Вот эта петелька. Вытягиваю ниточку, захожу с изнаночной стороны и вытягиваю на изнаночную сторону. Далее просто прячу хвостики. Прячу хвостики и обрезаю ниточку. Так, только мы подтянем эту петельку, чтобы она была такая же, как все петли. Вот таким вот образом. Вот, теперь можно подтянуть. Сейчас еще раз спрячем. Все. Так, все. Вот, смотрите. Теперь все стороны нашего мотива у нас равны. То есть не видно никаких закрытий ряда. Для того, чтобы далее эти мотивы красиво соединять, например, в одно полотно. Вот такой получился ровный, красивый мотив. Без видимых следов перехода на новый ряд. Вяжется, как по мне, очень просто. Я показала самый простой метод, которым я пользуюсь сама. Поэтому, если вам был полезен сегодняшний урок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Будет еще много полезностей. Всем пока-пока.